Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Сталин на трибуне Мавзолея. Он обращается к войскам и вдруг произносит неожиданное: «На вас смотрят порабощенные народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю». Враг стоял у стен столицы нашей Родины, а советский солдат уже знал, что ему еще пол-Европы освобождать. За свободу европейских народов отдали свои жизни более миллиона наших воинов. Около 9 миллионов солдат и офицеров участвовали в освобождении Чехословакии, Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Югославии, Австрии, Норвегии, Дании, остров Борнхольм. Красная армия вернула свободу 11 странам Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 миллионов человек. Советские войска прошли в буквальном смысле пол-Европы, проведя 9 стратегических наступательных операций. В Польше были разгромлены свыше 170 дивизий противника. В Румынии 25 немецких и 22 румынские дивизии. В Венгрии более 56 дивизий. В Чехословакии 122 дивизии. Начало было положено 27 марта 1944 года, когда советские войска перешли румынскую границу, начав освобождение Европы. Румынию Красная армия освобождала около 7 месяцев. С марта по октябрь 1944 года здесь пролили кровь более 286 тысяч советских воинов, из них 69 тысяч погибли. 23 августа румынский диктатор Антонеску был арестован королем Михаем I. Новое румынское правительство объявило войну Германии. Румыния заканчивала войну как наш союзник. В начале сентября 1944 года Красная армия освободила Болгарию. 6-8 сентября власть в стране взял антифашистский Отечественный фронт. 8 сентября наши войска перешли румыно-болгарскую границу и фактически без единого выстрела продвигались по Болгарии. Ее освобождение было завершено за 2 дня. Но и здесь были потери. 977 советских воинов остались в болгарской земле. В дальнейшем 200 тысяч болгарских солдат участвовали в боях против вермахта на территории Югославии и Венгрии. Югославия – одно из немногих государств, посмевших бросить вызов нацистской Германии еще в 1941 году. В рядах югославских партизан воевало почти 400 тысяч человек. Руководитель Народно-освободительной армии Югославии Тита написал Сталину письмо с просьбой помочь в изгнании фашистов. Войска Красной армии вместе с партизанами разгромили немецкую армейскую группу «Сербия» и 20 октября 1944 года освободили Белград. В Югославии погибло 8 тысяч наших воинов. Через 9 дней после освобождения Белграда началась Будапештская операция. Венгрия была сателлитом нацистской Германии. Советское командование в специальном воззвании заверило население, что она вступает на венгерскую землю не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского ига. 195 дней продолжалось освобождение Венгрии. В результате тяжелых боев потери советских войск здесь составили 140 тысяч человек. 9 мая 1945 года ликующая Прага встречала советских воинов. Броня советских танков была усыпана цветами. Был общий великий праздник. Но освобождение Чехословакии стоило Красной армии больших жертв. Общие потери советских войск составили 500 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. На территории Чехии и Словакии похоронены 140 тысяч советских солдат и офицеров.
Еще в конце августа 1944-го чехословацкое правительство в эмиграции обратилось к СССР с просьбой прийти на помощь антифашистскому словацкому национальному восстанию. Наши войска были измотаны в предыдущих сражениях, но вступили на территорию Словакии, встретив здесь особенно ожесточенное сопротивление. Советские воины сделали все, что могли, чтобы облегчить положение восставших, потеряв при этом только убитыми 21 тысячу и ранеными 89 тысяч человек. Самые значительные потери советские войска понесли в Польше. За ее освобождение отдали свои жизни более 600 тысяч советских воинов. Было ранено почти 1,5 миллиона. Это около половины всех наших потерь при освобождении Европы. На территории Польши, в ее современных границах, Красная армия провела 5 наступательных операций. Освобождение Польши было омрачено несогласованными с командованием Красной армии откровенно враждебными действиями польского эмигрантского правительства. 30 марта 1945 года советские войска вступили на территорию Австрии. Сразу было заявлено, что Красная армия не смешивает австрийцев с немецкими оккупантами. 13 апреля была освобождена Вена. Столица Австрии встречала советских бойцов как своих спасителей. Наши войска не использовали тяжелое вооружение и быстрыми действиями уберегли от разрушения один из красивейших городов мира. В боях за освобождение австрийского народа погибли 26 тысяч советских воинов. Берлинская наступательная операция – это около 275 тысяч раненых и 78 тысяч погибших с нашей стороны. 20 апреля начался штурм Рейхстага, и в этот же день на окраинах Берлина были развернуты полевые кухни, пункты обеспечения продовольствием населения Берлина. Полевая кухня на Берлинской улице, красноармейцы, которые кормят голодных немцев кашей – один из памятных символов той войны. На послевоенной Потсдамской конференции главы держав-победительниц приняли решение о полной денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации Германии 4D, о ликвидации военных и полувоенных формирований, об отмене нацистских законов. Военные преступники предавались суду. Германия была освобождена от нацизма. Выполнив свою историческую миссию, о которой Сталин говорил еще в 1941-м, Красная армия принесла свободу народам Европы. Наш народ заплатил за это дорогой ценой. И никто не мог представить, что пройдет 70 лет, и Европа, наплевав на благодарность, начнет сносить памятники советским воинам, установленные, кстати, чаще всего в местах захоронений, на братских могилах.